Всем привет! Хочу поделиться с вами секретом, как сделать купюродержатели с тиснением в стиле Шеридан и, соответственно, с покраской. Ну, погнали делать. Итак, подготовка кожи к работе. В первую очередь клею скотч. Теперь можно смочить кожу. Смачиваю я ее обильно. Можно использовать для этого губку, либо такой пульверизатор. Сначала влага будет достаточно быстро впитываться. Смачиваю прям хорошо, когда уже вот прям видно, что влага туда впитывается еле-еле-еле. И сейчас она уже остается здесь. Самая главная проблема людей, которые начинают теснить или уже долгое время это делают, но пренебрегают какими-то особенностями кожи, это начинают сразу с ней работать. Ну или спустя там какое-то время. Так вот, я рекомендую, сам я к этому пришел через какое-то время, то есть у меня была необходимость, ну, работал я дома, вот, и не мог я, в общем-то, вечером теснить, потому что соседи ругались, так как плохая шумоизоляция. Вот. И в один прекрасный момент, мне под вечер, я только успел намочить кожу, то есть вырезать, подготовить там шаблон, все намочить кожу. И думаю, ну что делать, ну, мокрая она, стучать уже как бы нельзя. Завернул ее в пакет и убрал в холодильник. Через какое-то время, то есть с утра, получается, это в пятницу, с утра встал и начал работать с кожей. То есть переносить рисунок и прорезать. Вот на тот момент она оказалась вот прям самое то, что надо. Вот, то есть я к этому пришел случайно. И понял, в общем-то, о том, что она должна быть именно такой, тоже случайно. Вот, то есть в данном случае мы с вами кожу намочили довольно-таки обильно. Но видите, то есть уже аж выгибает ее. С этой стороны она не просочилась никуда, но ее выгибает. Я еще подмочу, заверну в пакет и часов на 8 беру в холодильник. После этого можно будет работать с ней, переносить на нее рисунок и прорезать. Пакет самый обыкновенный, полиэтиленовый. Тут места стараемся, чтобы влаги не было. Убираю в пакет и заворачиваю. Так, кожа у нас полежала порядка 12 часов в таком состоянии. Влага практически распределилась. Теперь можно переносить изображение. Закрепляю рисунок с помощью бумажного скотча, чтобы он у нас никуда не ушел. Приступаем к
по носу. Делать я это буду красной ручкой, просто потому что мне так удобно. Угу. Надо немножко подмочить. Попробуем еще раз. Уже лучше видно. Так, смотрите. С одной стороны изображение я перенес. По краям видно то, что кожа подсыхает и влаги недостаточно для того, чтобы перенести. Поэтому я вот эту часть еще раз увлажню, чтобы мне окончательно перенести весь рисунок без каких-либо проблем. И можно было дальше работать с кожей. Вот, в общем-то, и все. Здесь, как видите, такая же проблема. По краям подсохло, а внутри влажное. Можно провязать. О ножах. Скорее всего, у начинающих будут ножи, которые они заказывали где-нибудь на всем известном сайте. На лезвие ножа, вот здесь, у них, скорее всего, будут такие прорезы. То есть, как на станке срезали все это дело, запаковали и отправили. Обязательно надо подправить нож, чтобы он у вас гладко и мягко резал по коже. Надо, чтобы он обязательно был подправленный. Вот. То есть изначально, когда он к вам придет, он, скорее всего, будет так. Не пойми какой. Поэтому надо будет его обязательно подправить. Начинаем прорезать. В общем, кожа быстро высохла, и мне ее пришлось заново увлажнить. Рамку я вот тут прорезал с помощью линейки, так прикладывал и прорезал ножом. Ничего сложного. Поэтому сейчас жду, когда она снова станет нормальной консистенции, потому что на мокрую кожу резать как бы не совсем хорошо. Получаются вот такие вот штучки. То есть она выпирает немножко. Это нехорошо. Поэтому жду и потом порезаю. Видно. Вот, в общем-то, я и прорезал.